тише, маленький!» — шептала Таня плачущему сыну, укутанному в одеяльце. Рядом к ней сжалась серьезная девчушка лет 4. Взгляд у нее был испуганный и в то же время очень серьезный. Холодным зимним вечером странные пассажиры ехали на последнем рейсе районного автобуса, который петлял среди полузабытых деревень по дороге в город. «Оплачиваем проезд», — подошла к ним суровая женщина-кондуктор. У Татьяны задрожали губы. «Нет у меня денег». «А куда же ты на ночь, глядя с детьми, да без денег?» — удивилась кондуктор. «Куда глаза глядят?» — разрыдалась Таня. «Главное, чтобы он не нашел». 5 лет назад Танюша вышла замуж за Валеру, парня из соседней деревни. Валера только пришел из армии, устроился работать механиком в совхоз, подрабатывал у фермеров. Симпатичный, работящий парень. Вот только к бутылке прикладываться любил. Но это многие так в деревне, не редкость. Так что особо за минус это и не считал никто. Тане только исполнилось 18 лет. После школы строгий отец в город учиться девочку не пустил. Боялся, что там испортит дочь, и она устроилась на ферму телятницей. Ходила на работу, да домой. С ее отцом не забалуешь. На дискотеке не отпускал. Зарплату тоже всю родителям отдавала. А вещи мама покупала. И то после одобрения отца. Мечтала Таня вырваться из отчего дома, да куда без денег. Валера приметил скромную красавицу. Стал после работы провожать домой. Сильно не навязывался, хоть и хотелось, но был наслышан об ее отце и держался скромно рядом. Однажды его увидел Танин отец и позвал в дом. «Расскажи-ка ты мне, зачем вокруг Таньки моей вьешься? Обидеть хочешь? Так я тебе смотри!» И замахнулся огромным кулаком. «Я? Ничего!» — забормотал Валера. «Я и жениться могу!» Больше с испуга вылетели слова. «Вот и женись!» Тут же ответил Танин отец и был таков. Да, девчонка приносила денег, но все-таки пора было ей уйти из отчего дома. А тут как раз, вон как хорошо вышло. На то мы порешили. Отец у Тани был строгий. Часто на мать и дочерей руку поднимал. Учил. Его мнение в семье было первым и единственным. Как-то мать Тани, еще по молодости, пыталась сказать что-то против его слова, да оплеуху получила. После этого и сама не перечила, и дочку учила. Жалела только о том, что сына не родила, который смог бы отцу противостоять. А у самой родителей уже в живых не было, и выбора не было. По крайней мере, она так решила и просто повиновалась во всем. Отец Тани в сельском храме служил старостой, помогал батюшке, пользовался уважением у односельчан. Никто не видел в нем того тирана, которым он был дома. Свадьбу сыграли не сильно пышную, но и не скромную по сельским меркам. Таню никто не спрашивал, что она хочет и хочет ли вообще замуж. Но втайне она надеялась, что там, замужем, будет лучше, чем дома с отцом. На стол для свадьбы отец не поскупился. Пусть знают односельчане, что он ничего для своей семьи не жалеет. На свадьбе сказал дочери, указывая на Валеру: «Татьяна, вот твой муж и господин. Слушайся его, почитай. А опозоришь отца, знай, не дочь ты мне. Откажусь». После этой фразы мурашки по коже побежали у Тани, а Валерий улыбался. Он-то все слышал. Первый год молодые прожили спокойно. Оба продолжали работать. Недостатка в чем-либо в семье не было. Таня все успевала. И работать, и за домом смотреть, и огород в чистоте и порядке держать. А когда родилась девочка и стала плакать ночами, молодой отец начал раздражаться и все чаще на Таню руку поднимать. «Что у тебя ребенок орет постоянно? Совсем не смотришь за ней. Отобрать у тебя девку надо, безрукая». «Так газики у нее. Это все детки плачут». Таня со слезами прижимала к себе малышку. «Я мужик, мне на работу идти. Выспаться надо. Заткни ее, наконец!»
Срывался Валерий на крик и уходил, хлопнув дверью. Тихо плакала тогда Таня, но деваться ей было некуда. Только старалась в эти моменты малышку с рук не отпускать. Неизвестно в каком настроении и когда муж вернется, чтобы не навредил доченьке. Валерий возвращался домой под утро, пьяный, и засыпал тяжелым сном. Тогда Таня спокойно вздыхала. Могла и поесть спокойно приготовить, и дочку в кроватке оставить. Потом он трезвел, иногда извинялся, за работу не беспокоился. Благодаря тестю на его такие прогулы глаза закрывали. Доченька подросла. Валера все чаще прикладывался к бутылке и срывал злость на жене. Не было у Тани больше сил это все терпеть. Дочка росла тоже нервной, болела часто. Все-таки маленьким и взрослым спокойствие в семье нужно. Однажды пришел муж домой совсем никакой. Таня пыталась его раздеть, да спать уложить. Но не тут уж было. Начал кулаками махать, вещи швырять, кричать, как ему надоели две содержанки. Хотя Таня и работала. Глаза аж красные от гнева были. И где он так днем-то успел набраться? Таня схватила маленькую дочку и побежала, куда глаза глядят. Прибежала к родителям, в соседнюю деревню. «Боюсь я его», – плакала Таня. «Что мне делать?» «Во всем, что происходит в семье, виновата жена», – сурово произнес отец. «Подумай, что ты сделала не так? Нет дыма без огня. А уйдешь от мужа, на порог не пущу. Не позорь нас перед людьми», – сказал отец и выставил дочь за порог. Хоть уже и вечер был, темнеть начало, ничего его не смутило. Только сестренка младшая тайком через окошко узелок ей передала с пирожками и шаль. «Вот и сестренку эта же участь ждет», – вздохнула Татьяна. «Но, может, ей хотя бы муж хороший попадется». Кондукторша Мария Ивановна молча слушала страшный рассказ пассажирки. Автобус был пустой, быстро приближался к городу. «А зачем ты от этого людоеда второго рожала?» – спросила женщина напрямую. «Что вы?» – впервые улыбнулась Таня. «Я, как только малыша почувствовала, сразу поняла, не смогу избавиться. Люблю их». Обняла она детей. «А как же ты решилась убежать?» – опять спросила Мария Ивановна. «Валера пришел пьяный, дочку ударил, потом малыша отпихнул. Я за детей испугалась, одела их, хотела у соседей спрятаться. А тут ваш автобус мимо проезжал. Меня словно какая-то сила подхватила. Сама не знаю, почему запрыгнула. Кому я теперь нужна одна с детьми в чужом городе?» Только сейчас до Тани дошло понимание, где она и в каком положении. Уже не было так страшно, что муж найдет. Боялась того, что ждет ее после остановки автобуса. «Не плачь, утро вечера мудренее», – спокойно сказала кондуктор. «У меня переночуете, а потом решим». Не могла она по-другому поступить. Вспоминала сама, как бежала от мужа-тирана с маленьким Егоркой. Да благо родители приняли и всем помогли. Вырастила хорошего сына. Сейчас он в командировке и должен приехать только через месяц. Усталые мама и дети уснули мгновенно. Мария Ивановна, невзирая на позднее время, стала обзванивать знакомых, спрашивать совета. Со временем план действий прояснился. Сначала Таню и детей поселили в доме для мамы. Это место, куда помещают женщин с детьми, которые пострадали от насилия в семье. Юристы помогают маме восстановить документы и оформить пособие. Таня, как услышала об этой возможности, сразу заулыбалась. Предлагала Мария Ивановна ей пока у нее остаться. Да Таня не хотела обременять женщину. Она ей и так вон как помогла. Теперь-то у Тани начнется новая жизнь. Танин отец и муж приезжали в центр. Сначала скандалили, стыдили, обвиняли молодую маму во всех грехах, требовали, чтобы Таня сейчас же вернулась в семью. Но охрана помогла их вывести. Долго после этого Таню трясло, но поняла, что теперь есть кому за нее заступиться. Потом они еще раз приезжали через неделю.
Муж начал извиняться и просил жену вернуться, а отец угрожал проклятием. Но Татьяна только развернулась и ушла подальше, а они после того раза, как охранник их вытолкнул, и не рискнули пойти за ней. А у Тани будто крылья за спиной выросли. В центре помогала всем мамочкам, познакомилась с такими же, как она. У всех своя, особая история и желание жить. Через месяц были готовы ее документы и документы детей. В центре мало мест, а желающих много. Помогли Тане устроиться в общежитие консьержкой, да и комнату там выделили. Старшая дочка в детский сад ходила, прямо через дорогу от общежития. Младший с ней был. Мария Ивановна тоже Таню не забывала, наведывалась, гостинцы приносила. Вот только последние 2 недели не было ее. Таня сначала подумала, что тоже забота у женщины, да и нянчиться с ней та не обязана. А потом что-то щемить в груди начало. А вдруг беда? Да и телефон отвечал, что абонент недоступен. Собралась она в выходной и пошла с детьми по известному адресу. Поднялась на 3-й этаж и позвонила в дверь. В ответ тишина. Таня стучать начала. На шум вышла соседка. Сначала хотела ругаться, а потом поняла, кто перед ней. Видела она Татьяну раньше. «Так Мария Ивановна в больнице», — сказала соседка. «Что случилось?» — испугавшись, спросила Таня. Напали на нее вечером, около дома. Телефон отняли, по голове ударили. Сын опять в командировке, а его номера у нас нет, чтобы сообщить. В какой больнице она? Так в 1-й городской, но к ней не пускают. Без сознания она. Как-то так говорят. Таня не помнила, как добралась до больницы. Дети вели себя тихо, понимали, что что-то случилось. Вот и двери. Как объяснить, кто она больной? Как попасть в палату? Мысли в голове метались. Она открыла дверь и просто ворвалась внутрь. «Мне надо увидеть Степанову Марию Ивановну», — сказала она девушке за стойкой. «Кем вы ей приходитесь?» «Дочь», — выпалила Таня. «Документы свои покажите, а заодно, может, и документы матери привезете, ведь при ней их не было, и вот уже сколько времени никто не приходит. Имя и то с осов соседей записали». Таня показала свой паспорт. А что? Кто ж по нему поймет, дочь или нет? Фамилия от мужа, а отчество от отца. Сейчас главное в палату попасть, а там будет видно. Из-за угла вышла медсестра и, увидев Таню, бросилась к ней. Это Леночка. Она тоже раньше жила в центре. Таня застала ее на неделю, но они успели пообщаться, и своим примером Лена заразила ее оптимизмом. Лена увела Таню в сторонку и, узнав, зачем она тут, провела в палату к Марии Ивановне, а детей пока забрала в детскую комнату. Мария Ивановна казалось, что спала. Если бы не приборы, которые что-то показывали, то и не подумать, что ей плохо. Таня присела рядом, взяла ее руку. «Мамочка, ну что ж вы так? Да зачем так?» Тихо причитала Таня, а слезы молча катились по щекам. Она прислонилась лицом к руке женщины и вдруг ощутила движение. Приборы что-то запикали, прям как в фильмах, и Таня подняла глаза. «Дочка», — еле шевеля губами, сказала Мария Ивановна. В палату зашел врач и смотрел на все происходящее. «И где же дочка была раньше?» — строго, но с улыбкой спросил он. Таня опустила глаза. Ей нечего было сказать. Через 2 суток Мария Ивановна уже могла присесть. Таня сидела в палате и рассказывала ей последние свои новости, когда в палату, как ураган, ворвался мужчина и бросился к кровати. Таня инстинктивно прикрыла Марию Ивановну, вскочив со стула, но та сказала: «Сынок приехал». Таня отошла, давая родным обняться, а потом тихонько вышла из палаты. Мужчина догнал ее уже у самого выхода из больницы. «Татьяна, подождите!» — кричал он ей вслед. Она остановилась. «Таня, спасибо. Я Егор. Я понимаю, сколько всего нелестного вы мне хотите сказать, но я был на севере, в командировке. Там без связи чуть больше недели, а как связь появилась,
начал звонить, а у мамы телефон выключенный. Так я сразу отпросился раньше и домой, а там соседка все рассказала. После этого Таня часто встречалась в палате у Марии Ивановны с Егором. Вместе они и забирали ее из больницы, а через 2 года уже Мария Ивановна с Егором ждали Танечку. Мария Ивановна держала крепко ладошки Анечки и Матвейки, а Егор держал огромный букет цветов и разноцветных шариков. Рядом была и сестра Тани. Смогли они ее забрать из деревни в город. Все были в ожидании и волнении, ведь с минуты на минуту выйдет Таня с маленьким Никиткой и Верочкой, и теперь их большая и дружная семья станет еще больше. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.